Всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду строить ZIL-4333. И не просто модель, а буду я ее делать по фотографии, и я буду воспроизводить настоящего члена семьи моего заказчика. Так что давайте смотреть вместе со мной, как я строю последний автомобиль завода ZIL. И давайте начнем с обзора коробки. И здесь у нас зилок, который стоит где-то на весенней дороге. И интересно, что рядом изображен Николай Валуев с топором. Явно он рубит дрова, которые погрузили в этот зилок. И, кстати, этот набор считается довольно раритетным, потому что сейчас его купить довольно сложно. Его выпускали, наверное, лет 7 назад, такой набор, может быть, 5 лет назад. И, соответственно, как всегда бывает у АВД, всю партию, весь тираж скупается моментально. Почему-то никак АВД не догадается, что они популярны, и не выпускает наборы в чуть большем количестве. Так что этот набор мне попался с рук. Коробочка довольно пожившая, но между тем модель внутри и все детали были на месте, и я собрала этот грузовичок. А купить все новые модели от фирмы АВД вы можете в магазине «Модельная лавка». Также вы там найдете инструменты и краски, которые я применяю в видео. А применяя этот промокод на свой первый заказ, вы не только получите скидку в 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А на обратной стороне коробки у нас изображены другие зилки 4333, точнее мордочки кабины этих зилов, и которые изображают разные машины. Например, вот эта вот машина является авторемонтной мастерской, или же такое сокращение, как МАВР, имеет довольно смешно и, в принципе, расшифровывается как мобильная авторемонтная восстановительная машина, если я не напутала. И также и лосос, например, на базе этого грузовика, или же говновозка. И я делала о ней сборку. И, кстати, шортс набрал аж 1 миллион просмотров с этим зилком. Также я собирала контейнеровоз, или как правильно его назвать, мусорка, наверное, так. И, к сожалению, видео я тогда не снимала. Скоро выйдет видео об зилке в виде самосвала. И все, наверное, все, что у меня есть в наличии. А вот эту модель очень сложно купить. Ее раскупили сразу же и моментально, и даже с рук, и ни на каких маленьких интернет-магазинах и лавках ее не найти. Наверное, это связано с тем, что эта модель зилка трехосного с тентом, она была в компьютерной игре «Дальнобойщики 2». И, наверное, просто те, кто играл в эту игру, скупили весь тираж. Давайте приступать к сборке. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Сборка этого зила не была для меня сюрпризом. Я уже успела собрать несколько подобных моделей. Единственная сложность – это путанная и не очень понятная инструкция, и ее понимание требует некоторого опыта и концентрации. После сборки небольших подсборок я принялась за грунтовку модели, и делаю я это аэрозольным грунтом от Звезды. Модель грузовика я, как обычно, делю на кабину, шасси и кузов. Шасси я окрашу черным матовым цветом от Мачете, и этим же цветом я прорисую предварительные тени на кабине и кузове. А делаю я модель грузовичка, который был членом семьи и рабочей лошадкой в 90-е годы моего заказчика. У меня это время тоже ассоциируется с такими квадратными зилками. А на моем втором канале Даша Техник выходило довольно большое видео о причинах кончины и о последних днях легендарного автозавода. И в этом видео я хочу рассказать вам предысторию краха ZIL. ZIL вошел в 80-е годы как полная надежда на будущее. Главный завод в Москве подвергся масштабной модернизации, которая началась в 1982 году и включала новый покрасочный цех и также автоматизированные производственные линии, которые позволили увеличить объем выпуска как минимум до 200 тысяч экземпляров в год, то есть в 8 раз больше, чем, например, в 1931 году. Общая длина конвейера ZIL теперь достигла 60 километров. ZIL, как и значительная часть советского автопрома, в течение 70-х годов пережил период застоя.
Окрашу кабину, и я долго шаманила над этим цветом. И это вроде бы и не белый, и не серый, что-то промежуточное, даже немного с теплым оттенком. И тут мне надо было не впасть в крайности и найти золотую середину. Автомобили в 60-е годы, не уступавшие лучшим мировым аналогам, очевидным образом устаревали, в частности, использование прожорливых бензиновых двигателей, которые выбивались из давно сложившейся среди ведущих производителей грузовиков тенденции к применению дизельных моторов. Хотя снижение затрат для повышения прибыли в СССР не имело такого значения, как в капиталистическом мире, тут же тоже присутствовала необходимость более эффективно использовать такие ресурсы, например, как нефть. Растущая экономика приводила к тому, что все больше людей в Советском Союзе обзаводились собственными легковыми автомобилями, а это означало, что и спрос на бензин тоже увеличивался. Ручные работы тут не очень обширные, мне надо окрасить двигатель, прорисовать отражатели фар, фурнитуру капота, и самое сложное, заказчик попросил покрасить люк на крыше в черный цвет. Это довольно сложный элемент, который не сильно выступает из основного рельефа кабины, и окрасить его было довольно проблематично. ЗИЛ, по сути, с начала 70-х годов тихо работал над дизельной заменой своего любимого ЗИЛ-130 и над более мощной версией ЗИЛ-133, но проект по-настоящему набрал ход лишь с началом 80-х годов, и он включал и критическую необходимую новую кабину. В 1973 году построили макеты в натуральную величину угловатой конструкции с отличительным трехсекционным лобовым стеклом, структурно, если не внешний, похожий на Урал-375. Рабочие прототипы получили название ЗИЛ-169 и были готовы в 1975 году. А дополнительным стимулом для проекта стала полученная Советским Союзом роль в пределах стран Совета экономической взаимопомощи по разработке среднеразмерных грузовиков. Первые предсерийные экземпляры модели переименовали в ЗИЛ-4331, и они вышли в 1985 году, а массовое производство началось в 1986. Черной матовой краской я окрашу уплотнители стекол узелка, а смывкой я выделю рельеф кабины и кузова. И тут отлично подойдет черная смывка, которую я потом впоследствии почищу тряпочкой, смоченной в White Spirit. Задержки производства были в основном вызваны ожиданием ЗИЛа начала сборки дизельного мотора на его дочернем Ярцевском моторном заводе в Смоленской области. Ярцево серьезно пострадало во время Великой Отечественной войны. После войны население постепенно росло, однако настоящий импульс развития Ярцево получило в 70-е годы, когда город обрел статус ударной стройки для создания здесь крупнейшего в Европе завода дизельных моторов. Подобный статус присваивался лишь наиболее важным экономическим объектам, строительство которых санкционировано съездом КПСС. А на практике это означало приоритет в получении ресурсов, включая лучших техников и управляющих и строителей. Красками по стеклу я окрашу световые приборы грузовика, а в частности поворотники и стоп-сигналы. Статус ударной стройки, к сожалению, не помог должным образом, и лишь в 1986 году завод наконец начал выпуск небольших партий моторов. Конструкцию двигателя ЗИЛ-645 оценили высоко, и хотя качество заводского оборудования было достаточным, его просто не хватало для запуска полномасштабного производства. Масляными точками я придам шарм 90-х годов этому автомобилю. Почему-то эти машины все из 90-х годов у меня ассоциируются с пылью. Ярцевскому предприятию не удалось заполучить необходимые средства, поскольку Кремль был финансово обременен двойной проблемой – обеспечением военной операции в Афганистане и снижением мировых цен на нефть, который приводил к снижению доходов СССР от экспорта энергоносителей. Когда в 1991 году СССР перестал существовать, Ярцево осталось с относительно неудокомплектованным заводом дизельных двигателей и огромной промзоной, предусмотренной для обслуживания предприятия. Моторный завод прекратил выпуск двигателей в 2003 году и объявил о банкротстве. Однако на его месте сейчас функционирует литейное производство и сталепрокатный завод, а промышленная зона стала домом для ряда производств по изготовлению такой разномастной продукции, как, например, ковры или же поршневые кольца. Даже при высоких расходах на топливо новый ЗИЛ в целом приняли хорошо. Его ежедневная эксплуатация была проще, чем у предшественников, и на дороге он вел себя послушнее. Однако массивный, опрокидывающийся вперед капот ЗИЛ-4331 полюбился далеко не всем. При открытии капота на твердой поверхности рама иногда смещалась, и правильно закрыть капот становилось просто невозможно. Пигментами завершу образ трудяги из 90-х.
И вот такой трудяшка у меня получился. И, конечно, он немножко упрощен, но все равно очень имеет общие черты со своим прототипом. Так что, надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.